Меня зовут Галя, и в этом видео я хотела бы показать вам, как сплести композицию «Ледяные розы». Этот мастер-класс будет состоять из двух частей. В первой части я покажу вам, как сплести розы. Каждый лепесточек подробно разберем, сплетем и непосредственно соберем саму розочку на примере одного из цветов. А во второй части рассмотрим уже плетение листиков и соберем их в веточку и уже непосредственно соберем композицию «Ледяные розы». Для плетения роз нам понадобится 3 цвета бисера. В моем случае это рубка китайская, сатиновая, белая, голубая и синяя. Либо можете взять также либо рубку, как я, либо бисер. На примере синей рубки рассмотрим, как плести розочку. Так, приступим к плетению розы. Моя роза будет состоять из 4 размеров лепестков. Сначала сплетем самый маленький лепесточек. Для этого на проволоку рабочую 0,4 диаметра набираем синюю рубку или синий бисер, в зависимости от того, что вы возьмете. За осевую проволоку я взяла проволоку 0,5 диаметра длиной где-то 10 сантиметров. И, как обычно, выделяем осевую и рабочую проволоку. Для этого рабочую проволоку приматываем к осевой. Выделили осевую и рабочую. Теперь на осевую проволоку нанизываем 3 бисеринки. 3 рубки в данном случае. Далее проплетаем 5 пар дуг. Округлый верх, округлый низ. Проплели, отрезаем рабочую проволочку, осевую проволоку тоже отрезаем, кончик загибаем на изнаночную сторону. Таких лепесточков должно получиться 3 штуки. Это первый ряд лепестков, самый маленький. Вторым рядом будут идти лепестки чуть побольше. Тоже плетутся по такому же принципу. Их также понадобится 3 штуки. Только здесь на ось мы будем набирать 4 бисеринки или 4 рубки и проплетать 6 пар дуг. Третий ряд лепестков будут уже выглядеть покрупнее. На ось набираем 5 бисерин и проплетаем 9 пар дуг. Таких лепестков нам понадобится 4 штуки. Рассмотрим плетение лепестков 5-го ряда. Этот вид лепестков буду плести на 4 осях. Для этого проволоку 0,5 диаметра отрезаем от катушки длиной 40 сантиметров. Складываем ее вдвое, то есть пополам. Отрезаем. То есть получается 2 отрезка проволоки по 20 сантиметров. Снова складываем эти проволоки пополам, друг к другу таким образом. Где-то сантиметра 4 остается. Вот здесь свободные концы. Ставим сюда пальчик и прокручиваем. Получается на данный момент разрежем петлю у основания, чтобы хвостик в дальнейшем был длиннее. Дальше расправим 4 оси. 1, 2, 3, 4. Вот. У меня получилось 4 оси. Распрямляем проволочки. Берем рабочую проволоку, на которой нанизан бисер или рубка. Закрепляем рабочую проволоку в основании. Так получается. Теперь на каждую из осей нужно нанизать по одной бисеринке или по одной рубке.
Дальше будем оплетать каждую из осей. Только нужно будет учитывать, что у нас внизу будет идти изнаночная сторона, верхняя часть будет идти лицевой стороной. Нужно не попутать в процессе плетения. То есть, смотрите, изнанка внизу будет смотреть на меня, я ее так и оставляю. Здесь будет вырисовываться лицо. В этом случае рабочую проволоку я положу на осевую. Вот. И закреплю. Здесь у меня где-то 2 бисеринки получается. Дальше тоже где-то оставляем 2 бисеринки, 2 рубки. Следующую ось проплетаем, также кладем рабочую на ось и проплетаем и закрепляемся. Поначалу тяжело, потом уже все как по накатанной пойдет. Так, дальше также 2 бисеринки отпускаем и проплетаем, кладем проволоку на ось. Так, также 2 бисеринки, также проплетаем 4-ю. Завершаем круг также 2 бисеринками, только здесь уже у нас за вот эту вот хвостик, за основание, мы уже не накладем, а под проволоку нужно положить под ось, как бы под основание. Тогда у вас здесь будет вырисовываться изнаночная сторона. Вот. Дальше с каждым кругом количество бисеринок будет увеличиваться между осями. Ну, вот в данном случае второй круг пойдет уже у меня с 3 бисеринками, следующий круг с 4, и так уже оси встанут на свое место. По накатанной проплетаем всего 12 кругов. Ну, вот 3 бисеринки. И обязательно следим, где изнаночная, где лицевая сторона. Ну и так далее. Так, 12 кругов проплели. Теперь рабочую проволочку закрепляем за хвостик, отрезаем рабочую проволоку. Здесь у нас получилась лицевая сторона, здесь изнаночная, с этой стороны наоборот. Здесь изнаночная, здесь лицевая сторона. Теперь оси отрезаем, оставляя небольшие отрезки, где-то 2 миллиметра. И теперь эти оси загибаем на изнаночную сторону. Такой лепесток получился. Можно ему придать форму. Там, где лицевая сторона, там, где изнаночная сторона, ставим палец. И вот таким образом немножечко можно согнуть. Ну, в принципе, при сборке в любом случае мы дополнительно будем придавать форму этим лепесткам. Таких лепестков нам понадобится 5 штук. Это завершающий 4-й ряд розы. Итак, возьмем лепесток первого ряда, и каждый из этих лепестков изогнем следующим образом. Хвостики опустим вниз, а изнаночной стороной изогнем вовнутрь вот таким образом. Вот. И так все 3 штучки. Когда изогнули, вкладываем лепесток один в другой. Вот таким образом. И 3-й лепесток. Вот, чтобы получилась вот такая вот сердцевинка. И все хвостики между собой скручиваем. Получился вот такой вот
полубутончик. Дальше сборку розы будем осуществлять на стержне. Выбрала вот такой вот стержень. Длина стержня где-то около 25-20 сантиметров, но впоследствии при сборке, скорее всего, я его укорочу. Вот. Вот здесь небольшое отверстие, которое получилось в результате сборки трех лепестков первых. Немножечко просовываем сюда стержень, и любой проволокой, у меня в данном случае проволока сорная, вот, нужно этот бутончик прикрепить. Слегка зафиксировали, и дальше будем прикреплять уже второй ряд лепестков. Лицевую сторону лепестка прикладываем к бутону, и как бы в шахматном порядке нам нужно прикладывать. Там, где стык двух лепестков первого ряда, там будет располагаться лепесток второго ряда. Немножко изогнем лепесточек, чтобы для удобства. Закрепим. И так прикрепляем оставшиеся два лепестка по кругу. Здесь уже сразу нужно наметить, как будут лепесточки приблизительно смотреться в розе. Ориентировочно вот так получается. Слегка кончики лепестков отгибаем во внешнюю сторону. Дальше идут лепестки третьего ряда. Сразу можно придать им такую форму лодочки и кончик отогнуть. И кончик немножко изогнуть. Также в шахматном порядке, где стык между двумя предыдущими лепестками, там прикладываем лепесток следующего ряда. Здесь делаем небольшой нахлест, один лепесток на другой. После того, как прикрепили 4 лепестка третьего ряда, немножко заматываем проволочку побольше, чтобы они очень хорошо зафиксировались. И видно, что лепестки еще в расхлябанном таком состоянии находятся. Нам нужно их зафиксировать. Фиксировать будем проволокой 0,5 диаметра, где-то сантиметров 10, можно меньше отрезать. Нужно проволочку провести ориентировочно вот здесь. И чтобы конец этой проволоки вышел вот здесь. Другой конец проволоки должен выйти в другом лепестке, как бы. Вот, получается вот так. Теперь вот эту проволоку нам нужно скрутить. Тем самым мы зафиксируем лепесточки. И лепестки будут зафиксированы и не будут так болтаться. Вот что получается, пока проволочку эту оставим. Где вы чувствуете, что лепестки в расхлябанном таком состоянии находятся, также в тех местах и скрепляем. Я здесь через один скреплю. Через один лепесток скреплю. Хочу скрепить. Предварительно получается такой бутончик. Эти проволочки нужно немножечко подрезать. Оставляем где-то сантиметр, их обрезаем. Вот, и загибаем к основанию розы. Дальше прикрепляем последний ряд лепестков. Кончик проволоки, который мы подлиннее замотали, отматываем. Не совсем, так слегка. Вот. И теперь прикрепляем пятый ряд. И закрепляем. Также в шахматном порядке. Стараемся там, где стык между двумя лепестками предыдущего ряда. И так крепим по кругу. Пятый лепесток мы
кладем таким образом, чтобы он одной стороной заходил за первый нами закрепленный лепесток и делал нахлест на предыдущий лепесток. То есть вот таким образом. Думаю, понятно. Если все верно уложили, значит здесь все должно у нас красиво получиться. Такая розочка у меня получилась. Вот. Ну, здесь уже, конечно, дело за приданием формы лепесточкам. Выгибаем лепестки так, как мы бы хотели, чтобы у розы они были. Ствол розы я скрою под тейп-лентой. Здесь можно обматывать как хотите, можно не аккуратничать, потому что в композиции это видно не будет. И чашелистики для роз мы также плести не будем. Для моей композиции понадобится одна синяя роза, 2 розочки белого цвета и 2 розочки голубого цвета. И вот, друзья, мои розочки готовы. И на этом я буду с вами прощаться. А в следующем видео я уже покажу вам, как плести листики и веточки дополнительные. А также с вами соберем полную композицию. Кому понравились мои розочки, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, как-то можно было их собрать, сплести по-другому. Также подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Жмите обязательно колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, а также продолжение этой работы. И обязательно проходите по ссылочке внизу в описании на мой второй канал. Буду рада подписке и лайкам. Всем удачи! Пока-пока!